Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин. Сегодня покажу разные скетчбуки и расскажу, что зашло больше, что меньше, какой, может быть, лучше выбрать, который микро, который макро и какие у них у всех особенности есть. Начну, пожалуй, с маленького. Это скетчбук, я его брал в Италии в магазине Tiger. Да, магазин Tiger, это как русская лента или Уби, но только больше под такие материалы симпатичные. Ну, такие стаканчики какие-то, эти ложечки, вилочки, специи иногда, еще что-нибудь. Ну и немножко канцелярии там продается. Вот такой вот маленький. Его удобно ложить в карман, класть. И с такой резинкой. И он реально практичный. И тут есть кармашки, тут даже билет мой с Пезара на какой-то трен. Виа Верона. Ехал в Верону. И сохранил себе билетик, наверное. Ну, я знаю зачем. Но я не буду этого говорить. И он такой практичный. Потому что закладки есть вот такие. Кладешь закладку там, где тебе нужно. Закрываешь вот этим, и выглядит стильно. Вот что мне нравится в итальянских скетчбуках, то, что они выглядят супер стильно. Это простая, черная, симпатичная штучка. Стоит, по-моему, 2 евро. Или 1 евро, или, скорее всего, 2. Да, наверное, 2 евро. И классный. И в таком форм-факторе у меня где-то есть еще один скетчбук, чуть побольше. Вот такой. Ну, если я найду, я его, наверное, покажу. Но вот сейчас под обзор не нашел. Ну, может быть, потом отдельно покажу. О, есть еще один. Вот этот. Но этот не из Тайгера, но из Тайгера формат такой же. А стиль вот такой. И что в нем происходит, что в нем можно делать, сейчас тоже покажу. Это примерно такая история. Вот я его открываю. Это были зарисовки где-то в Пезаро на Пьяцца Моска, наверняка. Или что это? Да, музей Цивичи на Пьяцца Моска, Пезаро. И делал вот такие маленькие зарисовки. И вот такие. Так учился дерево рисовать. Все время делал практику себе. То есть то, к чему я призываю постоянно, практику, это вот у меня тоже в рабочем режиме. Там про перспективные сокращения в пейзаже. Вот такие штуки. Я отдельно сделаю видео по вот этим картинкам и проговорю все. Такие упражнения. Ну, то есть можно брать, и ты положил куда-нибудь в карман. Он не занимает много места. Какие-то расчеты у меня. Что-то еще. Что-то еще. И дальше все пустые странички. Вот. Супер удобная штука, но качество бумаги так себе. Это как офисная бумага. Ну, может быть, чуть получше. Ну, может, и не чуть получше. Да, обычная офисная бумага. Никакой разницы реально. Вот, я беру с собой, кладу в карман джинсов и постоянно со мной. Скетчбук этот может быть. Но иногда кладу, и иногда не использую. Люблю все-таки большой формат. Дальше. Мой текущий рабочий скетчбук. А, нет, не его, а вот этот, поменьше. Ну, вы видите, они все черные. Мне импонирует такой стиль, как будто бы книга. Это благородно, мне кажется, и круто. И приятно в этом рисовать. И вот тоже с такой пум-пум застежкой можно делать так. Вот сюда можно прикладывать вот так вот иннер, например, и тоже дико удобно. Почему же он мне не зашел, я не помню. А, тут я рисовал самые мои первые эксперименты, я их отдельно показывать, наверное, не буду, потому что у них особо никакой ценности-то и нету. Я пытался разрисоваться, и это еще было до, наверное, до Италии. Или, может быть, первые приезды туда. Пытался войти в эту тему драматично. Да, первые приезды, точно. Вот, и
пытался понять, как мне вообще с этим всем быть, и как научиться рисовать, еще что-то тут писал, сценарии какие-то, и учил итальянский. Вот, актуальность возникла, я начал со страшной силой учить и записывать длинные тексты на итальянском. А потом это у меня вошло в рисунки, делал карты мозга, еще какие-то скетчи, вот такие вот. Очень неумелые, ну и такие простые, странные, но забавные штуки. Вот. И вот такие. Вот, кстати, я сейчас туда пойду вечером дэнсить. У нас начались опены. В Петербурге пришло лето наконец-то. И на стрелке Васильевского острова начинается танцевальные опены. Меня это очень радует. Вот такие штуки. Ну вот это я рисовал двумя руками. То есть одновременно одной рукой держишь перо и другой рукой держишь перо и рисуешь. Это были такие эксперименты. Поэтому стиль такой немножко нервный. И посвежее какие-то записи. Ну, в общем, я его на самом деле использую. Но редко. Почему-то редко. Не знаю. Поэтому я вот ложу в сторону, но выглядит он классно и удобно. Как небольшая книжка, которую я делаю своими руками. Ну, в смысле, я пишу ее. Вот пришла очередь скетчбука побольше. Это мой рабочий, текущий. Тот, в котором я сейчас рисую. Это его обратная страничка. Эксперименты с размытием карандашей акварельных. А вот здесь начинается такая любопытная история. Сейчас покажу. Вот она. Это проекты, это реальные проекты. Все реальные проекты. Тук-тук. Снова. И дальше, и дальше, и дальше. Можно было бы, наверное, перевернуть камеру и листать, но я хочу попробовать, как выглядит вот такой, вот в таком режиме. Показать. Тоже маленький проект. Это проекты побольше. Это тоже часть большого проекта. Это его развитие. Так, центрируйся. Немножко у меня камера отражает зеркально это все, поэтому чуть трудно. Да и вообще так листать непросто. Ну, в общем, вот. Это вообще самое свежее. Это я показывал рисование линерами стабила. Вариативные, поэтапные. Ну и вот. Тоже. Тоже из него. Вот. В общем, это супер практичная штука. Мне тоже нравится. Ну, видите, уже отработанные движения рукой. Мне нравится. Он увесистый и в то же время легкий. И он эргономичный. Ношу его с собой и радуюсь. До этого я хотел купить себе Canson. И все равно, наверное, куплю Canson. Но этот Art Creation тоже зачетный. Мне прям нравится. Огонь. У него есть особенность немного молочные листы. То есть это не чисто белый. Он там белый у меня на стене. А вот здесь молочный. Поэтому, в общем, есть разница. Так. Это тоже показал. Теперь вот этот. Не очень люблю с пружиной. Почему? Потому что вот, смотрите. Так как я пользуюсь скетчбуками, они разлетаются просто. И дальше уже им пользоваться невозможно. Поэтому это у меня ни разу не топ. Хотя там, когда я пользовался им аккуратно, вот если вы можете пользоваться скетчбуком аккуратно, то я рисовал там всякие симпатичные штуки. И алгоритмы наводитесь. Вот такие. И вот такие. Да. Ну, в общем, вот. Этот скетчбук мне не очень зашел. Ну, собственно, вот понимаете почему. А вот это... это прям мое все. Это первый большой скетчбук. Я его купил где-то
в магазине для художников на Невском, не помню где, начало Невского, этот дом художника. Там на втором этаже есть суперская лавка, туда заходишь и прям клад, прям клад. И это вот такой формат А3. Его раскладываешь, получается формат А2. И вот он у меня весь проект истории исписан. Когда я начинаю скетчбук, когда я раньше начинал скетчбук, то я думал, когда я его закончу, я буду рисовать радикально лучше. Ну, так обычно и происходило. То есть ты берешь, заполняешь скетчбук своими рисунками. Ну, у кого творческая история, у кого проектная история, у меня больше проекты вот здесь, то все моменты, из которых складывается твой рисунок, они оптимизируются. Ты начинаешь рисовать лучше к концу скетчбука, Б быстрее, С оптимальней. Ну, в общем, если вот эту вот общую историю с рисованием пройти через практику, то она очень оптимизируется. Очень-очень-очень оптимизируется и облегчается, и убираются те варианты, которые не работают, и остаются только сугубо практичные рабочие варианты. Поэтому всем рекомендую взять себе, купить какой-нибудь скетчбук, который вам больше нравится, и заполнить его весь полностью. И тогда к концу скетчбука вы там посмотрите, что у вас было в начале, и порадуетесь, очень сильно порадуетесь, я думаю, прогрессу. Ну, то есть вот мой подход, как тренировка, 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 он ясно виден в скетчбуке. Вот смотрите. И скетчбук, он всегда с тобой. То есть я приношу вот эту вот штуку. Эту я заполнял где-то весной, его купил, а зимой он у меня закончился. Ну, где-то 3/4 года. Ну, плюс я еще рисовал в других скетчбуках, плюс я еще много рисовал на листах отдельно, еще что-то, еще что-то. Ну, в общем, вот, этот у меня довольно долго держался. Ну и потом проектная история — это не творческая история. То есть ты не сможешь вот просто вот так вот фигачить одно, другое, третье, а ты должен изрядную часть времени не просто рисовать, а думать над проектом. Что это там у тебя, как это все будет работать. В общем, вот. Такие мои любимые инструменты, как книжки. Я это очень люблю. И если хотите научиться такой графике, то ссылка в шапке, в описании к видео. Мой Boosty сервис. Подписывайтесь, там за 200 и за 400 тарифы есть. Лучше 400 берите, жизнь облегчите намного больше, чем на лишние 200 рублей. И чтобы не биться головой об стенку, если вам нравится моя графика, то берите и изучайте ее. Я раскладываю все подробненько. Не так, как в соцсетях обычно. Вот. Меня зовут Эдуард Кичигин. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, в общем, всем хорошего дня. А я пошел проектировать и танцевать. Всем чао-чао.